Ты! Добро пожаловать в отправление! Иди, расставляй свои огни. Что? Не-не-не-не-не-не, погоди-ка. А когда ты собираешься рассказать мне, что я должен буду погибнуть для вашего ритуала, а? Что? О, это другие огни! Что это? Ну, видал, да? Это посох самого бога фараона. О, дамы и господа, конец предыдущей серии один из самых говорящих за долгое время. Пора пройти в отправление. Место, расположенное на неком острове смерти. Место, зовущее меня уже кучу времени. И место, которое активируется только всеми ключами. Кстати говоря, эти ключи уже давным-давно со мной, ведь ими являются те самые огни богов. Десятки серий были потрачены на их поиски, сборы, и вот оно! Мы готовы! Друзья мои, добро пожаловать на финальную серию сезона 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать на конец истории. Да, друзья, новый мир, новые подробности, знакомства, дружба, смерть и, конечно же, часть лора. Все это мы получаем и, скорее всего, надеюсь, будем получать и дальше. Ну а сегодня мы завершаем историю египетского мира. Друзья, еще раз, добро пожаловать на финал 13 огней. Напомню, предыдущая серия закончилась на стадии, когда я, наши друзья, тайное общество Туифетун и остальные отправились на некий остров смерти. Остров, на котором мы еще ни разу не были и который внутри себя скрывает те самые врата. Отправление. Также напомню незнающим и забывчивым. Отправление — это врата, позволяющие пройти сквозь другие мультивселенные или же реальность, называйте как хотите. Представьте, что все сезоны, которые выходили у меня на канале до этого, за 11 лет, в том числе и 13 огней, это одна реальность. И последнее время, а если быть точнее, то сейчас эта реальность страдает из-за осколков временного парадокса. Если от осколков не избавиться и не выкинуть в другую реальность другим, ну, да, это звучит жестоко, я понимаю, то все, что мы знали до этого, просто схлопнется, исчезнет, перестанет существовать, называйте опять же как хотите. Пока что это единственное из понятного мне, но, видимо, сегодня мы получим самые подробные подробности. Опять же, предыдущая серия закончилась на нашем отплытии на остров смерти, и продолжение следует. Продолжаем, как говорится. О, реально отправляемся и... Так, всем привет. Абди, Хануф, Сдери, Кокетра, даже Дана. Так, и получается, мы не на одном корабле, верно? Йоу, ты погляди-ка! Огромная банда отправляется на остров смерти. Что же ждет нас там? Неужели смерть? Или же это просто громкое название? Так, в любом случае, мы это все узнаем, но... Ребят, всем привет. Что обсуждаете? Ну нет, я все равно не понимаю, как вы хотите это госпоже это предложить, а? Эй, Хануф, я понимаю, что тебе сейчас очень страшно, но поверь, это же отличная идея. Да, идея-то, может быть, мне и нравится, но я имел... Хануф, запомни, ради тебя я готов абсолютно на все. Я это понял уже давным-давно. Еще до того, как я понял свои чувства и признался в них тебе. Я посвящу себя, чтобы сделать тебя счастливой. Это то, чем я хочу заниматься. Господи, бога ради, что у вас происходит, а? О, Лолошка, здорово. Представляешь, Абди хочет уйти от служения госпоже Акетре. Он хочет создать семью с Хануф. Что? Да, это правда. Спасибо вам за все, что сделали для меня на моем пути становления человеком. Я так далеко зашел, что не могу дальше быть Абдом. Ведь Абдов не считают людьми, и если... Эй, стой, Абди, пожалуйста! Ну как же мы заработаем на пропитание? Госпожа... Да, госпожа наверняка предложит нам утены, но я не возьму. Я не могу. Ага, значит, ты согласна, что Акетра не будет против и даже поддержит вас, да, Хануф? Да, скорее всего так, но именно поэтому я и не уверена, что мы можем так с ней поступить. Абди... Ну, Хануф, пожалуйста, прошу тебя. Попробуй хотя бы раз в жизни подумать в первую очередь о себе. Поверь мне, один раз попробовав, уже не сможешь остановиться. Да, хорошо, Абди. Я попробую, обязательно. Ну вот, молодец. Как только вернемся из отправления, обсудим наш дальнейший план.
Родная, все будет хорошо. О, О, как это мило. О, господи, ты погляди, а. Ну прям реально. Новая семейная ячейка, черт возьми. Так, Все? А, понял. На всякий случай, конечно, попробуем нажать по Сдерику, по Абди. Слушайте, а могу ли я перелететь на тот корабль? Я, конечно, немного психопат, но... Ой. Да ладно. Я реально это сделал. Ребят, простите, я не хотел. Я понимаю, что так нельзя. Скорее всего, так нельзя. Ладно, что тут у нас? Акетра? Ну, Лейла, знаешь, я тебе так скажу. Ты, наверное, самая адекватная из братства. Ну, помимо меня. я бы хотела обидеться на такое высказывание, но оно вполне себе правдивое. Слушай, Лейла, я не так давно в Тоифетуне. Скажи мне, а какой у вас вообще дальнейший план? Ну, вообще, после победы над богами мы хотим открыть путь к другим мирам, и после... Нет, Лейла, это я уже слышала. Как вы планируете побеждать богов? Я про это. В смысле как? Сейчас покажу. Например, вот так. Или вот Ух ты, так. господи. Или даже вот Вау. так. И Роносу прямо по его морде. Ой. Ну, вот теперь-то вроде бы все понятно. Да? Угу. Ну, в целом я поняла, что у вас, то есть у нас, нет ни единого шанса. Ну зря ты так, Акетра. Вообще-то, по легенде, установление всех божественных артефактов должно не только призвать богов, но и лишить их магических сил в пределах отправления. Ну, это то, что я знаю. Но мне кажется, твоего бога, Акетра, я бы смогла уделать и так, безо всяких отправлений. Не знала, что ты его тоже видела. Тоже... Что? Ладно. Эй, ты! Надеюсь, ты взял все огни с собой? Салик говорит, что вы ведете какую-то свою двойную игру, но при этом цели у нас схожи. А разве же есть разница, если мы хотим одного и того же? Если вы хотите использовать отправление в своих целях, пожалуйста. Только сначала мы разберемся с богами. Ой-ой-ой, Лейла. Сколько же в тебе жажды насилия? Жажды? Нет, Акетра, ты не права. Во мне ее почти нет. По крайней мере, если сравнивать с тем же Саликом. Вроде бы. Во мне есть предвкушение славной битвы. Оу, понятно. И все, да? Ну что ж, мы понимаем... кстати, это очень хорошо, что мы это послушали. Мы понимаем то, что около отправления, когда мы используем все артефакты, боги потеряют свою божественную силу. Вообще, знаете, то, что мы их называем богами, это как будто не совсем уже правильно, ведь мы-то знаем то, что это на самом деле обычные люди. Но ладно, в целом пока что привычно, боги так боги. Так, получается, здесь мы поговорили, здесь мы поболтали, остается только одинокая Дана. Эй, Дана, привет. О чем думаешь? Видел эту Лейлу. От предвкушения вся светится, чуть ли не горит. А ее огненные волосы только усиливают этот эффект. Почему у меня этого нет? Почему мне абсолютно плевать, чем все обернется? Да, я знаю, что Салик просто манипулирует мной, чтобы я оставалась в его братстве. Когда ты рассказал, что Роза бесполезна в моих попытках вернуть отца, Салик уверил меня, что, вызвав гнев Мтити в отправление, я смогу заставить ее воскресить его. Да, я знаю, что это бред. Но я столько лет потратила в погоне за призраком надежды, что... Я считала, что я не из тех, кто сдается до того, как испробует все доступные пути. Теперь я так хочу убить кого-нибудь, чтобы это дурацкое чувство вины исчезло из моего сердца. Ты понимаешь? Он просил меня остановиться в заброшенном порту. Бурис же говорил, что ни к чему такая спешка. Что 1,5 дня перехода из заброшенного порта до Нахвамдиса безопаснее. Он пытался меня урезонить, что-то доказывал, настаивал. Но я даже не стала его слушать. Я хотела уже добраться до грёбаного отправления и посмотреть в глаза смерти. А в итоге я должна расплачиваться за свою поспешность. Да, он умер. Ему плевать, он уже ничего не чувствует. А я теперь не только оплакиваю его смерть, но и должна жить с невыносимой виной. На его месте должна была быть я.
Да, тут поинтереснее диалог, чем у тех... О, надо же! Бессердечная Дана сама разбила свое сердечко. Вот это да! Дана, это не твоя вина. Ты не могла видеть будущее. О, здорово, что ты понимаешь последствия своих действий. В рациональном мышлении тебе не откажешь, Дана. Я, конечно, могу добавить сарказма, но что-то сейчас не хочется. У нас на кону отправление. Дана, это не твоя вина. Ты не могла видеть будущее. Тьфу ты! О, что? Я думала, ты уже понял, что мне не нужна ничья жалость. Твоя неспособность видеть дальше собственного носа ужасно удручает. И чего в тебе нашла эта Акетра? Не понимаю. Хотя, наверное, ей такие нытики больше по душе. Иди, развлеки ее как-нибудь, клоун. Я хотел помочь. -3. Ну-ка. Ну да, окей. Так, мы, получается, вообще со всеми поговорили, да? О, кстати, а это что такое? Такого, по-моему, на других кораблях не было. О, день пошел быстрее. Плывем, плывем. Никто не болтает. Сколько нам еще плыть-то? Господи. Обалдеть, сколько времени мы плыли? 2, 3, 4 дня. Где мы? Мы что, уже... Ой-ой-ой! Салик раздает какие-то указания. Серебряные маски бегут. Так. О, господи, мне бы какого-нибудь освещения. Ночь! Ну, как добрался наш женский корабль? Ты чё, охренел, что ли? Так, погоди-ка, сейчас я освещение добавлю себе. Так, быстренько факел создаем. Что это за звуки? О! Ты погляди-ка! Растаскивают тут все. Так, это мы пока сюда, это сюда и сюда. Еще раз, что ты сказал? Как добрался наш женский корабль? Как добрался наш женский? Салик, наша компания сформировалась не из-за половой принадлежности. Просто с нами плыть были приглашены только лучшие. И то верно. Что поделать, Салик, если среди лучших оказались только девушки, да? О, бла-бла-бла-бла. Удивительно, что меня обычно обвиняют в пустой болтовне. Ты, добро пожаловать в отправление. Иди, расставляй свои огни. Что? Не, погоди-ка. Дана рассказала мне, что для вашего ритуала должен умереть мироходец. Я не буду этого делать. А когда ты собираешься рассказать мне, что я должен буду погибнуть для вашего ритуала, а? Погоди, что? А я мог этого не разблокировать? Мне Дана рассказала это в состоянии аффекта, когда погиб Бурис. Вы хотите сказать, что если бы не погиб Бурис, типа его можно было как-то спасти, и тогда Дана бы не рассказала? Черт, это так много вопросов задает, это просто невероятно. И как же я и куда их должен расставить, а? Так, ну, наверное, я хочу вот это нажать. Когда ты собираешься рассказать мне, что я погибну? Что? Что это еще за бред? Откуда ты взял это? От расстановки огней никто не погибнет. Идем, я даже помогу тебе. Что? Подожди, Дана? Это он проверял ее. Это он проверил ее на вшивость. Он рассказал только ей. Это выдуманная правда. Дана. Обалдеть. Та-дам! Так. Ну давай, подойди сюда. Видишь? Я в порядке. А теперь давай, приступай. Это щит Роноса. Вау! Я первый раз вижу щит Роноса, кстати. Так, а ты куда? О, это другие огни! Что это? Подожди, что это? Это... А это что? О, видал, да? Это посох самого бога фараона. Настоящего бога. Того, что был в Мисре задолго до появления в нем людей. Тот, кто был до меня, велел молиться фараону как богу, когда узнал про посох. Но люди этого не поняли. Как же они будут молиться как богу тому, кого они видят каждый год? Я не понял, где реакция? Неужели ты узнал, что я играю роль фараона? Не знаю, как тебе удалось это выведать, но ты, надеюсь, понимаешь, что эта информация многим стоила жизни. Впрочем, после того, как мы убьем богов, необходимость в такой секретности сразу же отпадет. Да. Так что давай, быстрее, расставляй уже артефакты. Окей. Окей, я должен это сделать сам, да? То есть не сам. Господи, у меня просто уже язык заплетается от того, что я сейчас как бы
морально готовлюсь к тому, что что-то произойдет, а произойдет явно что-то необычное. Я там расставил, вижу, горн, солнце. Далее, что там я ставил? Что? Это перчатки? Перчатки Монту, молот Монту, да, ух. Так, и... Неужели появятся они, боги, во всей своей обычной людской красе, без божественных чар и магии? Остается последний. Это же мой, подожди. Эй, стой! Ну, смелее, Абд! Подожди, реально? Братья и сестры, приготовьтесь к атаке! Ну же, Лолошка, быстрее! Так, неужели я реально поставлю? Так, подожди, это же осколок! Что? Эй! Ну? Ничего не происходит, Салик! Черт, как же я могла поверить вам, что что-то произойдет, а? Столько лет поисков, столько погубленных жизней, столько потраченных ресурсов! И все это ради этого момента? Ради того, чтобы ничего не произошло? Черт возьми, Салик! Я же говорила, что огней 13! Ну, сейчас... Ты быстро! Ты должен встать в центр ритуала! Искра мироходца заставит пламя воспылать! Что? Нет, это же похоже на самоубийство какое-то, алло! А это точно безопасно? Знаешь, Салик, у меня есть подозрение, что ни я, ни Искра такого не переживем. А почему сразу я? Почему, например, не Акетра? Она вообще-то тоже мироходец. Есть у меня подозрение, что ни я, ни Искра такого не переживем. Отставить! Мне не нужно этой пустой болтовни! Быстро! Выбирай либо ты, либо Акетра! Мне плевать, кто из вас! Мы поквитаемся с богами сегодня! Раз и навсегда! Эй! Эй, Салик! Ты мне вообще-то не говорил о том, что... Молчать! Несмотря на мою любовь к болтовне, сестра, я очень многого тебе не рассказывал. Эй, Лолошка, стой! Я сделаю это. Что? Ты показал мне мир. Показал мне, какой я человек. Раскрыл мне глаза на реальность и заставил ее полюбить такой, какая она есть. Благодаря нашим путешествиям я познала настоящую боль, но и при этом радость надежды. Через уныние я пришла к вере и утешению. Чего? Ты давай мне тут это, не бузи, Акетра, не неси. Ладно, я не против. Раз Салику все равно, кто из нас, значит давай ты. Нет, Акетра, тебя ждет яркое будущее, а я простой Абд без прошлого. Никто из нас! Мы не должны этого делать! Плевать на мультивселенную! Давай сбежим и встретим ее конец вместе, Акетра! Не, мне кажется, в этот момент, если я вот это нажму, кто-то меня кинет, короче, прям туда. Либо Акетру. Мне кажется, что вот это надо нажать. Нет, Акетра, ты прекрасная, тебя ждет яркое будущее. А я простой Абд без прошлого. Нет, я не позволю тебе! Что? В итоге кто кому позволит? Я не... Я первый. Нет. Что происходит? Все не так. Я впечатлен, Лолошка. Даже больше того, я горжусь тобой. Не все ты сделал правильно. Не везде все прошло так гладко, как могло. Но самое главное, ты нашел Джодаха, собрал все огни и даже был готов пожертвовать собой. Ха. Жаль, что Салик всего лишь человек. Он не мог знать, что это не поможет открыть врата. Представь, насколько это было бы убого, если бы ты сейчас умер, и врата так и остались бы закрытыми. Ну да, так-то убого. К счастью для нас, сегодня не случится ни того, ни другого. У меня все еще мало сил, Лолошка, но я должен рассказать тебе. Раньше Миср был пустым миром, скорее даже карманным измерением. Его сделали в пустоте первые демиурги, во всех реальностях сразу. Первые, как ты знаешь, были сильнейшими. Они создавали целые реальности. Именно реальности, не миры. Отправление было точкой схождения этих реальностей.
важнейшей частичкой, где бесконечность параллельных реальностей соединялась. Через отправление можно было попасть из одной реальности в другую. Когда тебе говорили, что это древняя технология, нет, тебе не врали. Но никто даже близко не представляет, насколько она древняя. Когда междумирцы пали, мультивселенные навсегда обособились. До недавнего времени, когда в твою реальность начали пробиваться сигналы, а потом еще и появились боги Мисра. Еще с первыми сигналами я понял, что происходит. Я направил тебя в ведомню сильно раньше твоего срока. Еще до того, как начались временные парадоксы. Потом понял и Джодах. Но что может этот пернатый, вообразивший, что видит все? Никто не может видеть все, даже я! Я не знаю, что будет, если открыть эти врата. Я привык считать, что все остальные вселенные погибли. Но эти сигналы... Лололошка, мы должны проверить их. Я готовил твою судьбу. Выкраивал ее так, как мне было дано. Но я принял решение отказаться от своего плана. Я привел тебя к новой истории, окончание которой не знаю даже я сам. И уже никогда не узнаю. Чтобы открыть врата, нужна сила первых. То, что Дана называет 13-м огнем. Возьми мою маску! Открой же врата! Но прошу тебя, будь осторожен! О. Боже. Маска! Она потухла! Маска! Впервые потухла! О! Что? Гнев Мтити? What the fuck? Ну давайте, скажите, что у вас на уме? Что? Молчите? Страх за горло взял, да? Это не страх. Это я. Стоит мне сжать кулак, как все ваши шеи переломятся. Нам запрещено использовать свою силу на смертных. Запрещено вмешиваться. Но не в отправлении. Здесь нам можно все. Ну, Рэйчел, давай, отпусти их. Не называй меня так. Почему я должна их отпустить? Ты же слышал, что они хотели с нами сделать. Ну, например, твой сын смотрит, какой ты пример ему подаешь. Ладно. Черт. Обалдеть. Что за... Лолошка! Лолошка, ты в порядке? О, привет, Лолошка. Рад, что ты живой. Эй, вообще-то это все благодаря мне! Нет, Рэйчел, ты уж прости, конечно, но над тем местом, где был Лолошка, у тебя нет никакой власти. Но вы заплатите! Вы за все ответите! Эй, мам! Мама! Что, Ронас? А можно мне нового солдатика, пожалуйста? Ой, сына, ну сколько раз мы с тобой обсуждали, чтобы ты не конючил? Я занята. Тебе уже сколько тысяч лет, а? Ну мам, ну пожалуйста. Ладно, но только одного. What the fuck, блин, у меня сейчас такой разрыв шаблона, я... Так. Боже. О, боже! Ой, Салику, наверное, сейчас у него вся жизнь перед глазами. О! Господи! Блин, обалдеть. Смотри, какой Что? у меня солдатик. Да, прикольно. Что ты смеешься, Дана? Тихо там. Солдатик! Салик!
великий и ужасный бог фараон стал игрушечным солдатиком. Дай сюда. А ну, заткнулась! Ты что, не видишь, что ты его обидела? А ты что, не видишь? Мне плевать. О май гад. Что-то зря, походу, она такое, да, говорит? Капец, у меня просто разрывается шаблон от всего, что я вижу. Эй, прошу прощения. Друзья, мне кажется, нам стоит всем поговорить. Что? Да, это, мама? это правда. Кетра. А мне вот кажется, что твои попытки всех помирить в этой ситуации смехотворные. Плевать. Друзья, как и ожидалось, план братства не сработал. Да, это правда. Так. Слушай, Кетра, у меня вопрос. Как тебе вообще пришло в голову к ним присоединиться? Нет, пожалуйста, давайте не об этом сейчас. Речь не об этом, Хэтентеп Спенсер. А? Откуда она знает твое имя? Нет, господи, пожалуйста, дайте мне договорить. Давай уже. Спасибо. В общем, если я правильно понимаю, то отправление должно было открыть путь к другим мирам, верно? Дать возможность немироходцам уйти в другой мир мультивселенной. Если мы оставим без внимания, что Тоефетун собирался прикончить вас, то второй частью плана было дать жителям Мисра уйти в мир, где им будет проще. Пожалуйста. Нет, абсолютно идиотский план. Почему это? А Кетра, отправление открывает двери не просто в другой мир. Да. Мои коллеги уже давно это забыли, но вообще-то мы были кучкой студентов-исследователей до того, как прийти сюда. Подождите, серьезно? А, ну понятно. То есть наши боги Мисра это просто какие-то недоучки. Ну да, можно и так сказать, Дана. Мы занимались изучением и просчитыванием временных аномалий. Хотели доказать, что... Ладно, чё это я вам все это объясняю? Вы все равно ничего не поймете. Нет, стой, подожди, Хэт, продолжай. О чем ты говоришь? Ну ладно, так и быть. Рэйчел, напомню, Джодах наделил нас божественной силой, но не божественной памятью. У меня же с детства феноменальная память, поэтому я знаю и помню, откуда мы. Остальные уже давным-давно забыли об этом. Заигрались в богов, проще говоря. Эй, вы! А знаете что? Боги из вас, как из хоры верблюд. Ты! Почему ты прокляла единственный зеленый континент, а? Никогда не смей так с ней разговаривать. Монстры — это дело рук вашего братства. Что? Что ты говоришь такое? Эй, простите, сестра, вообще-то он прав. Мы видели прошлое с Даной и Лолошкой. Первые члены братства пытались выкрасть солнце Селиасет и... Стоп! То есть, вы двое? Вы знали и молчали об этом? Хватит! Мне надоел этот цирк! Оу. Эй, что ты делаешь? О май гад! Что это? О боже, неужели? Это же бог-фараон! Я не понял. А почему врата до сих пор не открыты? А ты, блин, Нифига себе. Это временные парадоксы. Господи Иисусе! Обалдеть. Как их много в одном месте. Ты что, это все... Джо, ты вернулся! О боже, Джо, иди сюда! Как же я рада тебя видеть! О, Кнев! Джо, как ты мог скрывать от нас и от меня свои истинные намерения? Но я не могу на тебя злиться, просто не могу. Тем более теперь, когда Хэт мне все объяснил. Так, подожди. Я не понял. Что вы сделали с Мисром? Я смотрю, вам надоели ваши божественные обязанности. Но, Джодах, ты же сам запретил нам вмешиваться. Нет, не так, Кнев. Я запретил вам вмешиваться напрямую.
Потому что ты помнишь, что было, Ой. когда... Прошу прощения, Что? прошу прощения. Давайте не вспоминать об этом, пожалуйста. Ладно, ладно. Тогда, пожалуй, я напомню вам, как мы договорились, что вы станете богами. Позволь мне, Джодах. Когда придет время для парадокса, мы потеряем свои способности и вернемся. Но только с того-то момента прошло столько времени. Кроме меня никто уже не помнит прошлых жизней, Джодах. А я не понимаю, почему это должно волновать меня, Спенсер? У нас была договоренность. Да, Джодах, я не спорю с тобой, я согласен. Но я много думал, куда же мы вернемся сейчас? Когда мы договаривались, никто из нас не мог даже подумать, что мы... Повторяю, меня это не волнует. Я не собираюсь сейчас это выслушивать. Нет, ты выслушаешь! Спенсер самый умный из нас! Дай ему договорить! О, ладно. Только быстро. О, благодарю. В общем, Джодах, после стольких тысяч лет наша реальность изменилась до неузнаваемости, а мы, даже я, несмотря на мою идеальную память, мы совсем разучились быть людьми. Пойми же, ни реальность не готова к новым нам, ни мы к новой реальности. Так, и что же ты предлагаешь сделать? Простите, прошу прощения, можно? А? Говори. Я просто, может быть, не до конца понимаю все происходящее, но, знаете, я тут подумала, если Хаттентеп, то есть Спенсер, говорит о том, что не хочет возвращаться, а остальные боги забыли все, кроме того, как быть богами, то, может быть, вы могли бы дать Мисру второй шанс, а мы... Черт. В общем, мы, братство, могли бы дать второй шанс богам. А ведь знаешь, Акетра, иногда я забываю, что выбрал своей миссией помогать Вселенной восстановить порядок. И сейчас ты об этом мне ой как напомнила. Эй, тогда и я скажу. Только если они смогут сделать весь Миср зеленым. Да. И научат нас магии. И вернут Салика. Ты что? Нет, не надо! Да, ну, не надо, так и не надо. Да, хорошо. Что-то обсуждают? В общем, Селия сказала, что она могла бы сделать континент зеленым, если я выдолблю ей новых морей и рек. А я-то могу! Ха-ха! Ну вот, молодцы. В чем братству не откажешь, так это в знании проблем этого мира. Они могут помочь вам указывать на то, чего вам с вашей высоты не видно. Да? Я уверена, задачи найдутся для каждого из вас. И для вас, богов, и для нас, братства. Я бы могла помочь с академиями. У меня есть еще кое-что. Кнефмтити. Смущенная Дана? Никогда бы не подумала. Вы, наверное, не знаете, но я всю свою жизнь посвятила, чтобы... посвятила попыткам вернуть своего отца, верно? О, Из-за чего там недавно погиб твой возлюбленный? Что, хочешь, чтобы я их обоих вернула? Да, я именно этого и хочу. Знаешь, а тебе повезло, что я действительно обладаю такой силой. Только вот воскрешение даже одного человека сильно нарушает баланс Вселенной. Ты должна что-то дать взамен, дорогая Дана. Но что же я могу дать? Удивительно, как много ты о себе думаешь обычно, и как мало сейчас. Ты, моя девочка, взяла в свои руки силу вершить чужие судьбы, убивать. Ты натворила очень много зла. Прости. Потрать следующие годы жизни, чтобы на каждое твое зло было по 2 добра. И вот только тогда я посмотрю, что смогу для тебя сделать. ого. Вот это условие. А что? А что вы на меня так смотрите? Они самое дорогое, что у меня было в жизни. Да, конечно, Кнеф, я сделаю это. О! Абди? Я не стану вас убивать. Я передумал, госпожа Дана.
Все то зло, что вы сотворили со мной, я прощаю вам, потому что я человек. Вау. Ох, Абди. Абди. Пойдем, не надо. Вот так вот, а. Ой, там Хануф валяется. С ней все нормально? Да уж, послушать вас всех, так вы все для себя сейчас выбираете тяжелый путь. Пересоздание мира, переопределение его... переопределение себя. Что я всегда любил в людях, так это их непомерные амбиции. Только благодаря этим амбициям становится возможно большинство чудес. Ну что ж. Лолошка, нам вообще-то все еще нужно избавиться от осколков. Иначе возрождение Мисра не будет иметь никакого смысла. Почему не открылись врата? Так, а чё вот это за выбор, да, такой вот интересный? Блин, чё-то все-таки упустил. Потому что я не вставил последний главный артефакт. Потому что я решил, что этой мультивселенной лучше умереть. Ну, потому что я не вставил последний главный артефакт. Ну так и чего же ты ждешь? Вставляй его! О, держать все осколки в одном месте долго и опасно. Ну же! Чё мне? Простите, господин бог фараон Джодах, как вы думаете, а может хотя бы один осколок остаться? Седрик, ты все-таки понял. Не зря ты самый умный ученый во всей Пропии. Я говорил про тебя со смотрящим. Ты не парадокс, Седрик. Ты антипарадокс. Не-не-не-не-не, я не Седрик, я просто Сдерик, бывший строитель при храме Хатентепа. О, как же я иногда забываю, что мои объяснения лишь путают смертных. Простыми словами, Седрик, ты можешь остаться. А теперь, Лолошка, пришло время. Что? Что пришло время? Куда? О, смотри, оно выдвигается. Черт. О май гад. То есть, подожди, в любом случае без этой маски бы ничего не произошло. Я настолько важная, ключевая штука в этом сюжете, без меня бы ничего этого не произошло. То есть Междумирец и я все это время это одно целое. Надеюсь, я правильно понял. Это как раздвоение личности, что ли? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, как это красиво. Обалдеть. Обалдеть. Ну, Монту и Селиасет, кстати, обнимаются, я только сейчас заметил. Ронос играет солдатика, ему нормально. Что? Приветствую вас, благодарная публика! С вами я, JDH! И да, я ношу очки под маской. Какого Что за дьявола блядь? здесь? Что? Тише, 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 ну куда же вы? Я еще не закончил свое приветствие. Привет. Это имя я взял себе, когда познакомился с одним интересным парнем. Мне хотелось быть немного похожим на него. Расшифровка есть. Джон Дэви Харрис. Так что можете звать меня просто Джон. И еще раз приветствую. Или, может быть, вы можете звать меня Дэйви? Харрис, впрочем, звать меня не стоит. Некрасиво обращаться к человеку по фамилии, это точно. Привет, а ты красотка. Кстати, а как тебя зовут? Я Акетра. Ой, красотка, я спрашивал не тебя. Меня интересует ты. Что я? Я этот... Почему ты так похож на меня, черт возьми? Что я? Что? Мне нужно что-то... А, как меня зовут, он же спросил, точно. Лолошка. Тезка, значит?
Меня так уже давно не звали. Давно. Дай-ка сюда. Я смотрю, вы красотка высокой культуры. Я сам написал. Нравится? На, возьми. Подождите, стойте. Вы тот самый автор странных странностей? Ну да, а что такого? Но как? Да, это не важно. Ох ты, батюшки мои, батюшки! Сколько ж у вас временных парадоксов-то, обалдеть! Ты что с ними собираешься делать, а? Выбросить в мою параллельную реальность? Сдурел? Думаешь, наша версия тебя станет этим заниматься? Ха-ха-ха, ладно. К твоему счастью, моя версия меня знает куда больше, чем ты там. У тебя, я так понимаю, есть другая идея, как избавиться от парадоксов? Ладно, попробую как-нибудь. В общем, любая мультивселенная постоянно расширяется, так, поэтому-то она и бесконечна. Это расширение, это движение, означает, что у всего внутри нее есть своя вибрация. Знаете, мне даже нравится думать об этом как о сердцебиении, хотя оно вообще не похоже. Временные парадоксы состоят из квинтэссенции вашей реальности, вашей чистоты. И хотя в обычной ситуации ни для тебя, ни для меня эти вибрации-то и незаметны особо, в условиях сжатой энергии парадокса вибрация имеет большую роль. Ведь входя в резонансный контакт с физическим телом параллельной вселенной, очень быстро они просто не выдерживают. Оп, 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 опа, хе-хе, вот так вот, смотри, как могу, оп, опа-на. Вот так вот, давай, ха-ха-ха, давай. Что, черт возьми, происходит? Честно признаюсь, я завидую тем, кто до сих пор не пришел в сознание после атаки к Нефмтити. Да. Хотя, кажется, сейчас я к ним Обалдеть. Подожди, серьезно? Это... Он просто... Это... Ну вот и все. Как оно? Помогло? Ну... А? Что такое? Да ладно. Помогло. И я молодец. Снова всех спас. Предлагаю отметить танцем. Ой. Мне что, подойти к тебе? Ой. Господи! У меня башка плавится от происходящего. Нет! 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 Что ты наделал? Где я? А? Что? Куда? Что? Нет! Не говорите, что я исчез! Тойфетун придет за ними! Да не существует его, что ж ты говоришь-то такое? На протяжении стольких серий он был прав и даже не подозревал об этом. И вот мы пришли за вами. За вами пришел кое-кто пострашнее, но нам уже пора. Выступление вот-вот начнется. Да, время. Нужно успеть занять места на площади. За мной. Черт! Это так необычно вообще, это самый лютый финал. Объявляю сезон прошедшим! Я, ваш менеджер, выступаю сегодня перед вами как гарант, как отец и как огонь. Великое горе, посмотрев финал, не поставить лайк и не оставить коммент. Рома не мог оставить такое событие без внимания. Он обратился ко мне, и я ответил ему. Но слово менеджера, мое слово, не имеет никакого веса без речи остальной команды. Они стоят за мной, и я стою вместе с ними. В Storytelling Team есть божественность и есть их дар.
Божественный свет подарен нами через сезоны и через их силу. И в этой силе мы просияем сами. Весь YouTube воспрянет. Через мое слово говорят все они. Говорят с вами, потому что вы верите в них. И потому слово мое — закон. И явление мое — гарант. Откройте сердца вашей моей команде. Откройте ваши души и встречайте! И помните, вселенная стремится к порядку. Да. Это божественно. О, Камыш! Камыш! Сценаристка! Муа. Великие коты и кошки Мисра, обращаюсь к вам. Все остальные тоже могут послушать. Поверить не могу, что еще одно путешествие легендарного Ло подошло к концу. Сколько всего было, а сколько так и не случилось. Главное, чего не случилось, так это ни один котик не пострадал от солдатика Салика. Зафиксировали успехи, запомнили ошибки, преисполнились радостью и летим в праздники в предвкушении нового, ни на что не похожего приключения. Всем счастливого Нового года, тепла, уюта и любви. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Шикарно, шикарно. Ой, все будут вот так вставать в ряд. Боже, сейчас вы увидите, какая большая команда у нас. Жители Великого Мисра, сегодня я, как ведущий разработчик, стою перед вами, озаренный светом 13 огней, чтобы провозгласить завершение этого этапа на нашем пути. Все ошибки и трудности были испытаниями, отправленными судьбой, чтобы сделать нас сильнее и мудрее. Сквозь призму времени наши усилия превратились в великий храм знаний, каждый камень которого — плод нашего сотрудничества. Сегодня, закрывая эту главу, мы открываем врата к новым мирам и новым открытиям. Но память об этом путешествии навсегда останется с нами. Я горжусь каждым из вас, каждым из моих товарищей. Ведь и вместе мы создали нечто большее, чем просто сезон. Мы создали чудо. Прощайте. И пусть наши пути снова пересекутся в следующих главах нашей бесконечной истории. Спасибо. Хлопаем, хлопаем. Ребята, хлопаем. Кто не хлопает, тот не хлопает. Привет. Благословенные жители Великого Мисра! В этот волнительный момент я стою пред вами, озаренный лучами солнца, даруемого нам Селиасет. Прошедший год был наполнен испытаниями, ни одно из которых не было для нас простым. Но сегодня я объявляю эту главу завершенной! Мы преодолели все трудности на нашем пути, став сильнее, как этого желает сам Ронас. Трудолюбивее, как завещал Монту, и мудрее, как предвидел Хэтентеп. Безусловно, столь благополучный исход не мог быть дарован нам свыше. Каждый из моих соратников трудился, не покладая рук, дабы вы узрели сказ о путнике, открывшем нам пути к чужим мирам. Да, выражаю благодарность своим товарищам за проявленное трудолюбие и вам, жителям Мисра, за проявленный интерес к нашей работе. Совместно мы превратили этот сезон в незабываемое приключение, который каждый из нас захочет пройти снова. И мы непременно пройдем его вновь, ведь дальше больше. Спасибо. 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 У-у-у! Уважаемые сограждане и взорчий устремлен на нас извне. С начала Великого Ахета я, новоявленный руководитель всех творцов легенды о 13 огнях, хочу выразить свою глубокую благодарность и почтение каждому из вас. Летописи и живопись тех, кто питает страсть к великому Птаху, питают и наше великое братство. Я хочу поклониться вам, дабы воздать должное вашему пристрастию. Следуйте своему предназначению, сияйте яркостью своего труда и знайте, вы — драгоценные камни нашего величественного общества. Да хранят вас боги, мои друзья, и да будет каждый ваш шаг наполнен смыслом и благосклонностью. Слава вам, нашим дорогим труженикам! Спасибо!
Отличная речь, вау, вот это да. О, капец. Рад приветствовать всех вас в этот знаменательный день. Конец сезона, конец еще одного нашего испытания, которое мы успешно прошли, кстати. Без моих соратников это было бы невозможно. Итак, я, как один из богов-фараонов, даю вам, зрителям, напутствие. Стремитесь к знаниям, как Хетентеп и Акетра. Трудитесь, как Монту и Сдерик. Упорный труд и знания – залог успешной жизни. Лишь имея представление об устройстве мира, можно увидеть его истинную красоту. На этом я с вами прощаюсь. Но ненадолго. Спасибо, что оставались с нами до этого момента. И мы все надеемся, что вы будете с нами еще долгие годы. Вот так вот, а! Хе-хе. Что это? Что? А! Ни хрена себе ушел! Прикольно. Открыл себе путь к другим мирам, называется. Приветствую вас, жители Мисра. Вот уже которое по счету приключение подошло к концу. И, признаться, рассказать это приключение оказалось не так уж и просто. Позади нескончаемое количество усилий и страданий. Но сколько историй еще впереди-то, а? Хе. И дай нам, Монту, силы преодолеть все эти тяготы грядущих приключений. Пусть сценарное слово безустанно оттачивается стальным пером мастера страницы истории, а мягкая кисть художников легким касанием придает блеск пуговичным кукольным глазам. Пускай вдыхает жизнь тряпичным тельцам их тонкими нитями умелая игра кодописцев, а великие психологи-испытатели настраивают их под стук часовой стрелки, закручивая винт в ватные мозги. Молот строителя же бей ежеминутно по каменьям храмов, возводя величественные сцены для умелого танца манекенов. И глаз легендарного героя звучно лети по пустыне, возбуждая слух всякого ее жителя. Ох. Куй, мастерское искусство, коль нет предела совершенству. Вечность — наше ремесло. Спасибо. О. А, да, привет. Забыл встать. Ох, ё-моё, а? Жители Мисра, этот год был непростым. За время создания этой истории все мы пережили множество других, не менее важных историй. В них были главы с бедами и испытаниями, радостью и триумфом, любовью и горем. Но главное помните, какие бы эмоции ни вызывали главы этих историй, все они крайне важны. Сегодня мы заканчиваем одну из них, но при этом открываем врата к новым, которые будут полны новых миров и открытий. Да, живите свои истории так, чтобы они стали очередным радостным словом в аллее храмов. Надеюсь, вы останетесь частью нашей совместной истории. Удачи! Хорош! Туда! Ой, что? Силы Сета, что тут у нас? Что там у нас? О, батюшки, сезон кончился. Прошел он, конечно, с огоньком, ничего не скажешь. Я бы даже сказал, с огоньками. Надеюсь, вам всем понравилось. Да, спасибо. Да? Ну ладно. Это было мощно. Эффектно. О, Зейд! Самый первый программист во всех сезонах. Жители Мисра! Случилось невероятное! Хе-хе, я уже второй раз на сцене, прикиньте. Хочу сказать слово благодарности вам, что смотрите на наше творчество. В этом сезоне было воплощено много новых идей, много. И что самое важное, мои идеи тоже. Я получил много нового опыта и стал ближе к нашей большой команде Storytelling Team. Это круто. И главное не забывать, что дальше больше. Еще увидимся. Спасибо. Зейд, спасибо тебе, черт возьми! Так. Морган Фриман. Путники, восхождение завершено. В каждой тени ваша преданность. Благодарю за ваш восторг, который стал источником вдохновения. Ваши эмоции — слова в аллее храмов. Ваши воспоминания о приключениях станут пергаментом в вашей душе. Ваш взгляд
ключ в дальнейшие миры бескрайней свободы. Хоть этот путь и был непростым, я был рад стать частью этого, правда? Сияйте, как звезды на небосводе! Вечные воспоминания о скитаниях по Мисру. Спасибо. Хорош. А тут места-то хватит вообще всем, нет? Я просто уже задумался об этом. А! Вот. Привет. Дамы и господа, милые странники, добро пожаловать в вихрь чудес и безумия, где время танцует свой головокружительный вальс. Сегодня, в этот безумный час, я стою перед вами с невиданно удивительным сердцем, наполненным ароматом пустынных загадок и каплями чудесного чая. Помните, что когда закрываются двери одной истории, ее дух остается с вами как вечный огонь. В этой красочной мозаике воспоминаний каждая закрывшаяся дверь становится лишь дополнительной страницей в чудесной книге. Ой. Так что, милые слушатели, продолжайте свое фантастическое путешествие вместе с нами. И пусть каждый миг в этой загадочной истории принесет вам удивление и радость. С любовью и благословением я прощаюсь, оставляя вас под зорким взглядом смотрящего во всем этом безумном вихре. О, время. Время пить чай. Вы когда-нибудь разговаривали со временем? Хорошо. О, сюда, давай, сюда. Хакагрон? Хакагрон. Как думаете, когда человек отправляется к Нефмтити? Когда пуля поражает его сердце? Не. Когда его поражает неизлечимая болезнь? Не. Может быть, когда он съедает суп из ядовитых грибов? Не. Человек умирает, когда о нем забывают. Надеюсь, эта история навсегда останется в ваших сердцах, как и в наших. Спасибо, что смотрите. Дальше, больше. Хорош. Вот это сказанул, нифига. Вот это, блин, вообще мощно было, да? Коротко, знаете, сильно. Так, а это его брат. Богиня Нефмтити была благосклонна к нам. Мы смогли пройти этот сезон без смертей. Ну, почти без смертей. Всем 993 кружек кофе за мой счет. Да наполнит нас сила Нефмтити. За сим отклоняюсь. Спасибо. А чё ты не у брата встал? Ну ладно. Эля? О, жарко сегодня. Может быть, это потому, что вы греете нас своей поддержкой? Ха, спасибо. Этот сезон был действительно сложным. Новые механики, невероятно красивые города, детально прописанный сюжет. Ой, мы стараемся для вас и вкладываем все свои силы. Я знаю, что многие из команды сейчас смотрят это. Несмотря на все трудности и бессонные ночи, мы справились и сделали действительно красивый и проработанный сезон. Огромное спасибо Саше. Он тот, кто старается для нас и для вас. Спасибо Тасе, ведь без нее история бы не смогла быть такой интересной. Спасибо всем кодерам, тестировщикам, художникам. Я рада, что смогла найти таких классных друзей. Благодарю. Я просто вижу, как уже места не хватает, как бы они все там встают далеко что-то уже. На протяжении 85 серий мы наблюдали, как Лолошка собирал огни. И знаете, этот сезон очень хорошо олицетворяет нашу жизнь. Ведь жизнь — это череда потерь и приобретений. Мы всегда бежим за чем-то, стараемся успеть сделать как можно больше, но даже не замечаем, как мир вокруг меняется, как близкие нам люди появляются и пропадают. Мы настолько спешим, что даже не успеваем это прочувствовать. Не успеваем порадоваться мелочам, или же погрустить тяжелые для нас моменты. Важно помнить, что главный огонь — это тот, что горит в нашем сердце. А еще, что Мусфера выкусит! Ха-ха! Да-да, она должна выкусить, понятно? Что? Ну, блин, ладно. Менеджер так посмотрел. О, господи. Дорогие зрители! Не описать словами, какие эмоции доставляла работа над сезоном. Я рад, что смог поработать и над 13 огнями. На разработку ушло много сил, так что, надеюсь, вам понравилось. И напоследок запомните, люд простой, работать нужно не 12 часов в сутки,
а во имя Монту. Спасибо. Масалама. Места нет, ребята, места нет, вас не видно. Вас уже не видно. Павел здесь. Как сказал мой коллега, работать нужно не 12 часов, а во имя Монту, бла-бла-бла. Работать нужно не 12 часов, а головой. Спасибо Хэтентепу, что научил такой мудрости. Как жаль, что ей не удалось воспользоваться. Да. Чтобы вы могли наслаждаться всем этим, приходилось откладывать книжки. Срукнпвквут в сердце навсегда, Тась. Я не жалею ни об одной минуте. И хочу сказать огромное спасибо моим любимкам Абдам, поклоняющимся творению Джеймса Гослинга. Я вижу этот кубический мир уже не первый десяток лет. И думал, что меня сложно удивить. Но то, что делали ребята, это просто фантастика. Эти манускрипты за авторством потрясающего человека в симбиозе с работой дев-отдела превращались в потрясающую картинку. Я был рад видеть ее в числе первых и стараться сделать ее еще зрелищнее для вас. По скриптум. Дев — это дедлайн еще вчера. Такое часто приходилось слышать от человека, терпению которого можно было только позавидовать. Саша, спасибо. Ты оставляешь тут всю свою душу. Рад, что могу быть полезен. Рад, что причастен к этому. И рад, что когда-то мой тезка сказал: впрочем, Павел действительно нужнее здесь. Я ушел тестить. Пока. Да. Тест сломан. Так. Еще. Давай. Надо уже быстрее идти. Они как будто появляются с каждым разом все дальше и дальше в конце очереди. Приветствую, дорогие дамы и господа. Я, как жрец Птаха, состоявший в братстве с самого начала написания легенды о голосе времени, расскажу историю написания нынешней легенды. Легенды о 13 огнях. Поначалу было тяжело. Сколько сил и времени было потрачено. Сколько бессонных ночей проведено. Но мы смогли с этим справиться. А все благодаря великому менеджеру Сани, который направлял всех нас на верный путь. И, конечно же, спасибо Кнефмтите, что пощадила нас. Эта легенда многому нас научила. Методом проб и ошибок мы смогли стать сильнее. Мы с каждым днем совершенствовали свои навыки, чтобы вы могли радоваться от нашей живописи. И надеюсь, вы оценили весь наш труд. Что ж, увидимся в следующей легенде. Спасибо. Так. Смотри, они реально каждый раз все дальше появляются. Приветствую тебя, народ Мисра! Я жрица Птаха, совсем недавно вступившая на пост, совсем не ожидала, что будет так сложно. Но, к счастью, боги, в том числе милосердная Кнефмтити, жалились над нами и позволили дальше трудиться над созданием как этой, так и следующей истории. Ведь там, где заканчивается одно приключение, всегда начинается другое. И я безумно рада возможности приложить к этому лапки. Надеюсь, наш труд и дальше будет вас радовать. Без лишних слов, спасибо, что смотрите. Люблю вас. Мяу. Следующий. Приветствую вас, зрители! Этот сезон был насыщен локациями. Я, как главный и единственный строитель, надеюсь, что вы и Монту оценили мои труды. Спасибо, что смотрите. Вау. Это было сильно, коротко и сильно, да. Привет! Я, если что, первый раз на сцене. Но вот уже 10 лет, как я знакома с каналом Ромы. И вот уже 10 лет, как я рисую его персонажа на своих работах. 3 года из которых я рисую превью. Рада знакомству. За это время на моем творческом пути было немало взлетов и падений. Но что оставалось постоянным в нем, так это персонаж с шарфом в черно-голубую клетку. А вообще, за последние 2 сезона я рисовала не только превью. Мне довелось создавать для вас одежду, пины, брелоки, плакаты. Я очень надеюсь, что вам действительно нравится. Я очень боялась пробовать себя в дизайне. Но вы не подумайте, мне нравится. И мне очень приятно видеть, что вам нравится мое творчество.
Спасибо. И еще я хочу сказать, что спустя долгое время я начинаю чувствовать себя действительно частью команды. Благодарю. Да, Вика более 10 лет уже рисует не просто превьюшки, а вообще в целом моего персонажа. Это удивительно. Мистер Челлендж! В этом мире нет ничего более могущественного, чем перелом сознания. Ты можешь изменить цвет волос, свою одежду, но если ты не изменишь мышление, то события вокруг тебя будут дублировать себя раз за разом. Единственное, что может сделать тебя счастливым, это шаг на ступень выше. Это осознание того, на что ты способен. Прикосновение к состоянию, когда ты прорываешься сквозь вязкость быта. И хоть краем глаза, но видишь, как будто со стороны, истинного себя. Когда ты с головой погружаешься в болото своих страхов и ввязываешься с ними в бой, чтобы продолжать движение. Вот тогда-то и начинают происходить события, которых ты так долго ждал. Спасибо. Хорош! Хорош! О, модератор. Кто-то сказал модератор? Настала пора вспомнить, что нам всем стоит идти в ногу со временем. Оу. Ты сменил скин! Ух ты! Жрец буквоедства доволен. Хе-хе-хе. Поклон тем, кто отделял другие должности разработчиков сезона от сценаристов. Все молитвы из комментариев не остаются неуслышанными. Даже не сомневайтесь в этом. Ну а в завершении всего хотелось бы повторить главное. Всех этих замечательных людей, прекрасных антропоморфных существ, и, конечно же, того, чьим голос... Хорош. И, конечно же, того, чьим голосом я говорю. Объединяют как минимум одно качество. Все мы Storytelling Team. И самое главное, тут еще не все, чтобы вы понимали. Тут это даже еще не все. О, это сцена. Так. Это уже после того, как он меня выкинул. Пипяу-чикиряу? Он дает всем пятюню, потому что он... О май гад. Это же получается я, нет? Это я из другой реальности. Обалдеть. Как же все-таки придумали, а? Удивили, ну прям... Нет. Седрика больше не существует. Стоп. Стоп, погоди, меч. Он не исчез. Я понял. Это его меч. Это его меч. Все это время это был его меч. Охренеть. Это просто охренеть. Ну, что ж, дамы и господа, как и было сказано многими до меня, действительно завершилась еще одна мега-грандиозная история. История, над которой так упорно работали уже не пара человек, и даже не пара десятков человек, а куда большее количество упорных, крутых девчат и парней. У меня, понимаете, у меня сейчас снова, спустя кучу времени, такая небольшая дрожь по телу, как будто осознание конца, законченности еще не пришло окончательно. Тем не менее,
это действительно финал сезона. 13 огней очень сильный сезон, который смог показать, что нет ничего невозможного. Была бы только сплоченная команда. Это правда. Я хочу выразить огромную благодарность всему коллективу. Вы реально огромные молодцы. Менеджер, сценаристы, тестеры, кодеры, художники, строитель, монтажеры и, конечно же, вы, зрители. Без каждого из нас, как в мозаике, просто не получилось бы такой крутой цельной картины. Вы понимаете? Вы осознаете? Ну, в общем-то, думаю, да. Что насчет финала? Жесть, я охренел, конечно, это просто вообще пушка. У меня, знаете, у меня каждую секунду были мурашки, они скакали по коже туда-сюда. Блин, мне прям не терпится увидеть, что будет дальше. А ведь мы все помним, что дальше больше. На этом я действительно буду постепенно с вами прощаться, потому что чем больше я сейчас буду загонять себя во все это прощание, тем хуже самому себе буду делать, мне кажется. Мне правда очень понравилось играть в 13 огней. Еще раз вам всем огромное спасибо. Спасибо за просмотр. Мы на этом не останавливаемся, это точно. Ну, а с вами были Лолошка и сезон 13 огней. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. О нет, о нет, о нет! Мусфира, я опоздал!